привет! Меня зовут Аня Грейс, это мой канал на ютубе. Сейчас я в Стамбуле, в Турции, и сегодня мы едем на Принцевы острова. Мы узнавали у гидов, сколько стоит экскурсия на Принцевы острова. Получилось по $50 с человека. Это они забирают из отеля, привозят к парому, везут на пароме на 3 острова и там еще с каким-то обедом. В итоге мы приехали сами на речной вокзал. Мы прошлись. Нам 15 минут мы шли где-то и сели на паром сами. И за это сняло сколько? 5 лир. $3 нам обошлось вместо 100, потому что по 50 за одного. Это первый остров какой-то, вон там лежаки, все красиво. Чайки такие смешные, они очень громкие, и такое впечатление, будто кто-то постоянно ржет над тобой. До третьего острова мы ехали почти 2 часа. Поэтому, если будете вдруг здесь, планируйте это заранее. Мы когда садились в паром, было 20 минут до отправления, поэтому мы заняли хорошие места. Тоже это планируйте. Всех выгнали с парома, он пустой, а вот здесь люди уже ожидают посадку. Это последний остров, там было до этого 3 или 4 остановки, там где люди выходили, кто-то заходил, ехали дальше. Мы решили ехать сразу до последнего, до самого красивого, самого большого. Вообще Принцевы острова так называются, потому что сюда в средневековье выгоняли принцев неугодных. Средневековье прям. Средние века. А, это разные вещи, да? Просто не в средние века. Ну, какие-то, короче, века выгоняли принцев неугодных, которые себя плохо вели. Значит, вот эта вся очередь стоит на конную такси. В каретах, на конях люди ездят по острову. Вот так вот. Запах тут, конечно, вы сами понимаете. Вот так вот это выглядит. Едете такие вообще друг за другом. Трафик лошадиный бешеный. Эти острова вообще экологически чистые, потому что здесь запрещены автомобили. Тут есть только или электрокары, или велосипеды, или конное вот это вот такси. Велосипедов очень много. Взяли в аренду велики, чтобы кататься по острову. За час стоит 10, а если на день, то 20. Для меня был принципиальный розовый велосипед, поэтому на нем не работает ничего. Зато он розовый. А вон у Ромы просто нормальный спортивный велосипед. Горный. Мы проехали 10 минут, я уже устала. Рома начинает злиться. Ладно. Привет! Мы сначала поехали на горки и уже пожалели о том, что мы вообще взяли велосипеды. Но если ездить по ровной дороге, прям очень кайфово. Морька, кстати. Очень много флагов футбольного клуба Бешикташ висит по всему острову, не только по острову, но и по Стамбулу. Вообще поддерживают своих ребят. Эй, футбол вперед! Чуть лошадка не сбила. Ваши комментарии. А плотность туристов больше, чем в целом по Стамбулу. Мы пришли на обед вот в такой вот ресторан, красивый, с таким прекрасным видом. Заказали себе сибаса. Помните эту песню от кого-то?
Туалет Ревы, а я хочу Сибаса. Вот, короче, сейчас ждем нашу рыбку. Рома отдыхает. Yes. Thank you. Рыбелка. Рома работает. Мы очень любим есть, поэтому мы снова едим. Как пончики, только круглые. Мороженое. 4-уровневое фисташково-орехово-ванильное наслаждение. И снова я выпросила за 5 лир у Ромы. Это бесполезная штука. Да, ну, по-моему, красиво. Напишите, пожалуйста, красиво или не очень. Значит, Istanbul-Card все-таки решает. Потому что с ней проезд, вот мы 2 часа ехали на пароме на Принцевы острова по Istanbul-Card за 5.20, а без этой карты за 7. Экономия. Нагулялись, накатались, едем обратно.